Привет! В этом ролике я расскажу, как установить Stable Diffusion в Google Colab, откуда качать модели и где брать промпты для генерации изображений. По ссылке в описании переходим на GitHub в репозиторий Fast Stable Diffusion. Листаем вниз и видим блокнот от Automatica 11.11, который был обновлен 2 часа назад. Нажимаем на картинку. Загружается блокнот Google Colab. Сохраним его к себе на диск. Предыдущую страницу можем закрыть. Этот блокнот переименую. Я сначала укажу год, месяц, а затем день. Нажимаю Enter. Дальше нажму «Подключиться». Проверим то, что Google нам выделил видеокарту. Нажимаем «Показать ресурсы». И видим то, что у нас здесь отображается оперативная память графического процессора. Вкладку «Ресурсы» можем закрыть. Далее по порядку запускаем блоки кода. Нажимаем на первый, для того, чтобы получить доступ к нашему Google диску. Доступ получен. Слева нажимаем на иконку папки, чтобы открылся проводник Google Colab. Здесь видим то, что подключился наш Google диск. Переходим к следующему блоку кода для установки репозитория. Перейдем к третьему блоку кода для установки requirements. Далее выберем модель, которую хотим установить. Версию 1.5, либо версию 2.1. Я выберу версию 1.5. И нажимаю «Запуск». Итак, наша модель скачалась. Перейдем в проводник, выберем папку Stable Diffusion, Stable Diffusion Web UI, Models, Stable Diffusion. И здесь видим нашу скачанную модель. Для удобства дальнейшей работы рекомендую этот файл переименовать. Нажимаем на 3 точки, переименовать файл и назовем SD 1.5. Нажимаем Enter. Файл переименовался успешно. Как правило, для работы в Stable Diffusion одной базовой модели мало. Сейчас я покажу, откуда можно скачать кастомные модели. Также по ссылке в описании перейдем на сайт Hugging Face, модель Deliberate, вкладка Files and Versions, копировать адрес ссылки. Вернемся обратно в Google Colab и в поле Model Link ставим нашу ссылку. Так как мы качаем модель в Save Tensors, поставим галочку Save Tensors и запустим блок кода. Скачивание началось, и мы видим то, что наша модель будет называться Model Save Tensors. После того, как скачается, мы ее снова переименуем. Модель успешно скачана. Переходим обратно в проводник. Обновим. Нажимаем на 3 точки, переименовать. Здесь напишем Deliberate. Нажмем Enter. Снова на 3 точки, скопировать путь. Возвращаемся обратно к блоку загрузки модели. Model Link можем удалить, а в Path to Model вставим нашу модель и нажмем Запустить. Теперь Stable Diffusion будет работать с выбранной моделью. Переходим к следующему блоку и нажимаем Start. Появилась ссылка, на которую мы нажимаем для перехода в веб-интерфейс для работы со Stable Diffusion. В левом верхнем углу мы видим, что загрузилась модель Deliberate Save Tensors. Также здесь видим модель SD 1.5. Продолжим работать с Deliberate Save Tensors. Теперь нам необходимо вписать промпт и негатив промпт. Также по ссылке в описании переходим на сайт Цветаи и в модель Deliberate снова. Опустимся ниже.
Отличие от Hugging Face в том, что здесь есть информация к генерируемому изображению. Нажмем «Копировать информацию». Перейдем обратно во вкладку Stable Diffusion. Для нас важно было получить промпт. Изменим высоту изображения. Sampling Stems повысим до 22. CFG Scale до 8. И давайте вместо котенка ставим щенка. И сразу сгенерируем 4 картинки. Нажмем Generate. Вот таких великолепных щенков мы получили. Также мы вернемся на сайт Цветаи. И здесь мы можем видеть, как другие пользователи генерируют свои изображения. И там, где есть значок с информацией, мы можем без проблем скопировать промпт, негативный промпт, выбрать сэмплер, CFG Scale, шаги и сид картинки. Также ссылки на сайты, где можно брать промпты, я оставлю в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. До скорых встреч!